Я участвую в проекте «Сильгипильд», потому что это очень интересный проект, и мне кажется, что этот проект касается каждого из нас, каждого жителя Эстонии. У каждого есть семья, есть родственники, есть друзья. Когда я начинаю свою лекцию, я, как правило, рисую цифру погибших людей за предыдущий год на доске и спрашиваю ребят, у молодых людей, что для них это, статистика или это трагедия. Как говорил один диктатор, смерть одного человека – это трагедия, смерть миллионов – это статистика. Дело в том, что они отвечают, это статистика, это всего лишь цифры. Это не касается нас. Потом я задаю второй вопрос. Я спрашиваю, ребята, а у кого-то были какие-то подобные ситуации, когда кто-то из вас управлял автомашиной или ехал с водителем, который был в состоянии алкогольного опьянения? Как правило, обычно поднимают несколько человек руки, наиболее смелые, и говорят о том, что возвращались с вечеринки или их там подвозили, потому что это было им просто удобно доехать до дома или попасть в какое-то другое место. Начинаю лекцию. Я привожу им примеры дорожно-транспортных происшествий, где их ровесники, такие же ребята, как они, возвращались с вечеринки. Особенно меня впечатлила та ситуация, когда в Валгамо произошло ДТП, когда погибло 3 молодых человека и 3 получили тяжкие телесные повреждения. Я показываю это им и говорю, смотрите, это была всего лишь Иванова ночь. Теперь для каждого члена семьи Иванова ночь будет ассоциироваться только со смертью своих близких людей. Это называется опыт, жизненный опыт. И я прошу их донести до своей мысли самое главное, что каждый из них должен живым и здоровым вернуться домой, строить свои планы таким образом, чтобы их родные не очутились в такой ситуации, когда приходят люди в такой вот форме и говорят, что их близкие не вернутся больше домой. И происходят трагедии в семье. Каждый полицейский понимает, что это очень эмоционально. Мне на своем опыте приходилось это делать. Поверьте, это очень тяжело. Каждый из нас понимает, что жизнь людей в этот момент переворачивается и становится совершенно другой. Я считаю, что самая главная цель вот этого проекта – донести до молодых людей умение принимать правильные решения, делать так, чтобы не было никаких трагедий, делать так, чтобы их близкие спокойно жили дальше. Когда я заканчиваю свою лекцию, у этих ребят, которые поднимали руки в начале лекции, я спрашиваю, и у этой аудитории, после того, что мы рассказали, после того, как мы все показали, что теперь для вас это? Большинство из них, вернее все, говорят, теперь для нас это трагедия, потому что эти люди не вернулись домой. Примеры можно приводить множество. Каждый раз, когда вы утром открываете новости, вы читаете, какое количество пьяных водителей было задержано в Эстонии. Иногда эти цифры просто ошеломляют. Каждый из этих людей рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих, своих близких и так далее. Ситуации, которые происходят. Даже если в результате ДТП человек получает тяжелые травмы, как правило, он остается один на один со своими проблемами или со своими близкими. Не надо питать каких-то иллюзий по поводу того, что твои друзья будут бегать за тобой всю жизнь. Ты остаешься один на один со своими проблемами. Поэтому правильный выбор, правильное решение в первую очередь зависит только от тебя. Надо думать немножко головой. И для этого я читаю свои лекции правильным направлением. В третьей части этого проекта участвуют инвалиды. Те люди, которые в результате дорожно-транспортных происшествий получили травмы, серьезные травмы. В Нарве человек, который участвует в этом проекте, получил травму в результате того, что, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел с дороги и получил перелом позвоночника. Он теперь всю жизнь прикован к коляске. Да, он все равно находится в социуме, он работает, у него есть семья, но я уверен, что каждый день он думает о том, чтобы, если тогда бы не сел бы за руль, его жизнь бы совершенно была бы по-другому.